Здорово, чумбы! 21 сентября для Киберпанка 2077 вышел патч 2.0. В нем произошли существенные изменения, от которых поднимается вопрос: это кибербаг 2.0 или же игра наконец-то вышла, и спасибо нам за бета-тест. Приятного просмотра! Если вы играли с модами, то на время про них забудьте. У вас может напрочь сломаться игра. Ждите их обновления. Также разработчики советуют начинать прохождение заново. Это поможет лучше прочувствовать улучшение игры. К примеру, помните пиндеха с пулеметом на первом совместном заказе с Джеки? Он теперь мини-босс. А еще новое прохождение якобы поможет избежать появления большого количества багов. А если вы играли на минималках, то дальше цитата самих разработчиков. Обратите внимание, что с выходом этого обновления вступили в силу новые системные требования для ПК, которые мы анонсировали в июне. Важно отметить, что наличие SSD стало обязательным условием для запуска игры. Поняли? Консольчики, которые купили специально стилизированный Xbox под Киберпанк. Так вот, мы не рекомендуем устанавливать игру на накопитель, на жестких магнитных дисках или на карту microSD консоли Steam Deck из-за более низкой скорости чтения данных, которая может стать причиной ошибок при потоковой загрузке. Это не означает, что версия 2.0 не запустится на системах, удовлетворявших прежним минимальным требованиям, но мы не пользуемся ими для тестирования игры и не планируем их поддерживать, а значит не можем гарантировать работоспособность игры. Если вы хотите, чтобы она работала стабильно, советуем обновить свое устройство. Преимущественно русский. Так выглядит новая настройка языка озвучки в игре, которая позволяет прослушивать записанные ранее русской озвучкой реплики, но вот уже новые будут на английском языке. Для субтитров сделан полностью русский язык. Посетите Рипера, чтобы улучшить импланты. В рамках вводного квеста «Обнови себя» нужно прочитать сообщение от Виктора. Как вам новый интерфейс телефона? И затем у любого фиксера можно обновить импланты или купить какие хотите, без привязки к характеристикам. Почти все импланты теперь имеют новую систему, уровневую, 5+, это бывший аналог легендарок, кроме татуировок их улучшать нельзя. Обновляются импланты за 5 легендарных компонентов, а также, ура, наконец-то импланты можно снимать. За броню теперь отвечают импланты, а не одежда. Она теперь почти косметическая, но к этому позже. А еще есть лимит имплантов. Мы же не хотим стать киберпсихами, хотя тут от тавтологии можно уже. Шучу. Кстати, увеличить имплант можно не только с помощью специальных навыков, но и подобрав чипы с врагов. Ого, после выхода из меню улучшений и покупки имплантов, Ви встанет с кресла, что добавляет плюс к атмосферности. Ну и CD Projekt не были бы собой, если бы не забаговали квест. Лично у меня он не проходится. А если вам стало интересно, что будет за превышение лимита установки киберимплантов, но для начала вам понадобится, конечно, перк «Настоящий киберпанк», который находится на верхнем уровне техники, а уже он говорит, точнее не он сам говорит, а в его описании написано, что у вас будет уменьшаться здоровье за превышение лимита установки киберимплантов, и взамен вы сможете активировать ярость. Некий мини-психоз от полноценного киберпсихоза Ви защищает биочип. Спасибо, Джонни. Что касается транспорта, то помните всякие прикольные фичи из GTA? Так вот, забудьте. Трафик объезжает препятствия, больше не давят пешеходов и стараются не сбивать Ви. Количество трафика зависит от времени суток, и на заданиях больше не появляется пустая полоса. Да здравствуют пробки в городе мечты. Фиксеры больше не присылают вам сообщения о продаже транспортных средств. Разве что один раз,
чтобы вы узнали о существовании нового сайта. Чтобы купить транспортное средство, необходимо зайти на сайт Автофиксер с компьютера Wii или с терминалов на заправках и в автомастерских на iSity. Чтобы найти их, можете отфильтровать значки на карте. Транспортные средства там отсортированы по производителю. Фотографии также присутствуют, и у которых есть встроенное оружие, отображается особый значок. Чем лучше ваша репутация, тем шире ассортимент на Автофиксере. Из игры удалили крафт одежды. Да, с одеждой они долго не могли починить, всякие баги, к примеру. Уже очень много патчев, пропали чертежи одежды. Ну и вот они решили избавиться от этого. Ну плюс для баланса получается, чтобы все не бегали, как я люблю бегать, без имплантов. Хотя теперь импланты можно снимать. Как бы компромиссное решение получается. Удалили не только крафт одежды. Теперь у персонажей больше нельзя найти одежду, подобрать вот с их трупов вообще никак не получится. В магазинах одежды теперь можно еще и переодеваться. И тут даже есть озвученная реплика, причем разная, в зависимости от магазина. Но срабатывает она лишь первый раз. Ну, возможно, еще спустя какое-то время заново сыграет, но я сомневаюсь. И это не единственные места, где появились новые реплики. В сюжете также добавили вырезанные фразы. А ассортимент одежды зависит от вашего уровня и расширяется при переходе на следующий. Также изменили стоимость предметов. В основном одежда теперь косметическая, за исключением специальной одежды. К примеру, броники дают плюс к броне, шмот нетранеров бонусы к взлому, а различная оптика добавит вам, к примеру, увеличение при прицеливании. Все очки навыков были сброшены. Теперь в игре присутствует отдельное развитие навыков, которое раньше было для каждого раздела прокачки персонажа. А сами разделы похожи на ветки. Также в игре можно сбросить синие очки характеристик, но только один раз. Поэтому лучше сначала прикинуть себе билд с помощью калькулятора на официальном сайте, или по классике без сохранения. На изображениях новых способностей есть отсылки на сериал Edgerunners. Гляньте, это же Ребекка и ее фраза из сериала. А этот перк позволит вам повторить сцену из сериала Edgerunner, где Мартинес управлял авто с работающим Сэм Дэвистоном. Или если вы большой фанат GTA, то вы можете попробовать закосплеить Франклина с его суперспособностью. Ну и какой из этого можно сделать вывод? Вы больше не будете создавать жалкие пародии, но вам наверняка попадались видео на ютубе по типу билд Дэвида, билд Люси, билд Ребекки. Поэтому благодаря супер крутому патчу 2.0, который просто перевернул игру с ног на голову, вы можете полноценно повторить персонажей из полюбившегося аниме. По музыке вас ждут приятные и просто норм послушать композиции, а также различные сюрпризы по типу неопубликованных ранее ремиксов самого Идриса Эльбы. Вот вам нравится этот актер? Скажите, прикольный, да? Какие фильмы с ним посмотрели? Напишите в комментариях. Помимо всего, разработчики переработали интерфейс, и теперь можно отключить отслеживание задания. Так что можете себе дополнительно повысить сложность, вырубив весь интерфейс и отслеживание заданий, идти так чисто по названию улицы. А что касается боевки, теперь у вас две лечилки, хотите инжектор, хотите дунти, а также две гранаты, выбирайте с умом. Скорость их восстановления зависит от прокачанных навыков. А еще у различного оружия появились свои приемы и эпичные добивания, которые приобретаются в ветках навыков. Зрелищность гарантирована. А это мое любимое. Отражение пуль катаной, словно вы Дэдпул. Изменены уникальные показатели некоторых видов культового оружия, что призвано подчеркнуть их особенности. Также изменена моделька первого культового пистолета в игре «Угасание ночи». Выглядит мощно, согласитесь. А также теперь можно заново проигрывать первую анимацию оружия. На PlayStation это 2 раза треугольник, на ПК дважды Alt. Нет, не Каннингем. Что там с полицией и врагами? Смешер больше не... Также враги были разделены на подклассы по броне и урону.
Полиция теперь патрулирует улицы, появились также маршруты на мотоцикле, и зацените, какой классный патруль приехал на вызов. В GTA вы такое вряд ли увидите. Я бы даже сказал, не увидите. Да-да, в Киберпанке теперь проработали разрушаемость авто, а новая система звуков просто кайф. И я не только про двигатели, у мотоциклов, машин, я еще и про то, что в зависимости от обуви вы будете слышать разные звуки шагов. Также добавили анимации для паркура. На транспорте можно поставить камеру ровно сверху и получить забавный игровой опыт. Эх, ностальгия по старым играм. Вернемся к полиции. Тут теперь 5 уровней розыска, как и в GTA 5. Разве что на 5-й звезде прилетит Макстак и даст вам гарантированное обнуление. Можно было бы сказать это как-то более грубо, но вот так вот. По крайней мере, пока вы не станете машиной для убийств, с Макстаком лучше не связываться. И не думайте, что проблема в уровне. С патчем 2.0 враги в игре всегда будут подстраиваться под уровень вашего или вашей Ви. И в команде Макстак есть профессиональный нетранер. Так что учтите, теперь вам могут отправить большое количество скриптов, спокойно отключить оптику или заблокировать какой-нибудь имплант. Обычный лут больше не подсвечивается на мини-карте, а с врагов падают различные чипы. Из интересного, разработчики, похоже, видели мои видео с проникновением туда, где якобы пока ничего нет, и огородили стеной пёсий город. Ну, сделали они это очень даже реалистично, атмосферно, и это очень вписывается, даже не прикопаешься. И кто не заметил, на миникарте сам пёсий город претерпел ряд изменений. Поэтому, если вы хотите посмотреть, как он выглядел раньше, то переходите по подсказке. Ну и фактически, он тоже изменился, поэтому я думаю, что наверняка ПК-игроки с помощью телепортов смогут проникнуть туда и без DLC. Помните аркадную игру «Шевелись, плотва»? Разработчики добавили еще одну, секретную. Находится она здесь, но возможно и еще где-нибудь. В данной игре вы играете за Джонни Сильверхенда в сеттинге оригинального Дума. Вот вы могли представить, что вы будете играть в Киберпанк, а в нем будете играть в Doom. Doom запустили в игре. Суть этой игры очень даже понятна по названию. Вы повторяете легендарный штурм Арасаки Тауэр 2023 года. Но, что интересного там можно встретить? Там можно встретить ту самую статую, над тайной которой ломают голову почти весь фандом. И под конец уже классика. Звоним Риверу и... Никола! Вкус любви! Как новая работа? Когда уже свое агентство откроешь? Пока деньги на это ищу. Это дело непростое, но главные мои трудности позади. Да уж, наконец. Подпишись и запомни. Я знал, что она изменится.